Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. На Саут-Бенд и северные округа штата Индиана обрушился экстремальный снегопад, вызванный так называемым эффектом озера Мичиган. За короткий период в регионе выпало более 45 сантиметров снега. Это практически парализовало жизнь города и привело к закрытию учебных заведений. Интенсивность осадков в пиковые часы достигала 5-7 сантиметров в час. Это в сочетании с порывистым ветром привело к сильной метели и снижению видимости на дорогах до нуля. Основные магистрали стали местом многочисленных аварий и заторов. Полиция штата зафиксировала десятки случаев съезда автомобилей в кювет и столкновений большегрузов, из-за чего отдельные участки шоссе были временно перекрыты для движения. Коммунальные службы Саут-Бенда перешли на круглосуточный режим работы, задействовав весь парк снегоуборочной техники, однако расчистка жилых кварталов осложняется непрекращающимся притоком снежных масс с озера. Помимо транспортного коллапса, снегопад вызвал локальные перебои в подаче электроэнергии. Под тяжестью налипшего снега и под ударами ветра в округах Сент-Джозеф и Элкхарт произошли обрывы линий электропередачи, оставившие без света около 12 тысяч потребителей. Международный аэропорт Саут-Бенда отменил большинство рейсов из-за невозможности поддерживать взлетно-посадочную полосу в безопасном состоянии. Власти города ввели режим повышенной готовности и призвали жителей воздержаться от поездок. Метеорологи предупреждают, что действие снежного эффекта озера может сохраниться до конца текущих суток, что увеличит итоговую высоту сугробов до рекордных отметок за последние несколько лет. «15 января на окраине Бангкока в районе Бангпхли на строящемся участке скоростной автомагистрали произошла трагедия. Многотонный строительный кран обрушился прямо на оживленное шоссе в час пик. Одна из секций крана, задействованного в монтаже бетонных конструкций путепровода, рухнула на проезжую часть, буквально раздавив несколько проезжавших мимо автомобилей. По официальным данным, в результате инцидента погибли 2 человека, находившиеся в одной из машин. Еще 5 получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. На месте обрушения образовался многокилометровый затор. Министерство транспорта Таиланда инициировало немедленную проверку деятельности подрядной организации на предмет соблюдения стандартов промышленной безопасности, поскольку это уже не первый случай падения строительных конструкций на государственных объектах за последнее время. Движение по шоссе было полностью восстановлено только к утру 16 января после демонтажа упавших элементов и очистки полотна. На Петропавловск-Камчатский обрушился уже второй за неделю мощный снежный циклон. Экстремальные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром, парализовали жизнь полуострова и заставили власти Камчатского края объявить режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Коммунальные и дорожные службы работают на пределе возможностей. Более 150 единиц спецтехники задействованы в расчистке магистралей в круглосуточном режиме. Однако из-за непрекращающихся осадков техника работает на износ, а ситуация на дорогах остается тяжелой. Жертвами погодной стихии стали 2 человека. Одного мужчину нашли под сошедшей с кровли наледью. На второго местного жителя снег обрушился, когда он откапывал свой автомобиль. Движение общественного транспорта в городе отменено. Его заменяют служебные машины администрации. На дороге также вышли автомобили Росгвардии, которые помогают людям доехать до места в случае необходимости. Все авиарейсы 16 января отменены.
отменены. Камчатское авиапредприятие объявило, что все отмененные с 9 по 16 января рейсы в Теличики и другие отдаленные поселки северной части полуострова будут выполнены 17 января. В регионе до 19 января включительно сохраняется лавинная опасность. Губернатор поручил сформировать перечень противолавинных мероприятий. Зона особого внимания – район Сапун-горы. При необходимости туда направят патрули ГАИ для регулирования движения и помощи застрявшему транспорту. Из-за лавинной опасности до понедельника закрыты для посещения популярные туристические объекты Быстринского парка, включая Пионерскую сопку и Ичинский вулкан. Жителей просят быть осторожными. При выходе из зданий возможен сход снега с крыш. — 15 января на популярном горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии сошла мощная лавина. Снежная масса обрушилась на склон в районе Гарабаши в непосредственной близости от зоны активного катания и инфраструктуры канатной дороги. По предварительным данным МЧС России, сход снега произошел внезапно на фоне действующего штормового предупреждения и объявленной высокой степени лавинной опасности, вызванной обильными снегопадами и сильным ветром в регионе. Благодаря раннему предупреждению удалось быстро и своевременно предупредить лыжников и сноубордистов, в итоге никто из людей не пострадал. Тем не менее, инцидент вызвал временную приостановку работы части трасс и подъемников для обеспечения безопасности и проведения дополнительных мероприятий по искусственному спуску лавин на потенциально опасных участках. Администрация курорта выступила с обращением к туристам и местным жителям с настоятельной рекомендацией не выходить на закрытые трассы и избегать катания вне специально подготовленных зон. Специалисты предупреждают, что в связи с нестабильными погодными условиями и большим количеством снега на склонах лавинная опасность в Приэльбрусе сохранится на максимальной отметке в течение ближайших нескольких дней. Сядьте в машины! Подожди, Егор, эти не садятся. Местные не Да садятся. идет, говорю! Окно закрой свое. Быстро, Дима, закрывай окно. В четверг популярный курортный город Лорн, расположенный на Великой океанской дороге в австралийском штате Виктория, столкнулся с разрушительным внезапным наводнением. Причиной стихийного бедствия стали аномально интенсивные грозовые ливни. Всего за 1 час в регионе выпало более 60 мм осадков, что превышает среднемесячную норму для середины лета. Мощные потоки воды, истекающие из хребтов Отвой, превратили центральные улицы города в бурные реки и за считанные минуты затопили торговые ряды, кафе, а также подвальные помещения жилых домов. Особенно критическая ситуация сложилась в районе главной туристической полосы Mount Joy Parade. Там глубина воды на проезжей части достигла полуметра, что привело к остановке движения и повреждению нескольких десятков припаркованных автомобилей. Разгул стихии вызвал хаос в разгар туристического сезона. Сотни отдыхающих были вынуждены искать убежище на возвышенностях. За короткий промежуток времени экстренные службы штата получили более 120 вызовов о помощи. Наводнение сопровождалось сходом небольших оползней и камнепадов на участках Великой океанской дороги, что заставило полицию временно перекрыть ключевые отрезки трассы между Лорном и Аполло-Бэй. В некоторых частях города зафиксированы перебои с электроснабжением и связью из-за попадания воды в трансформаторные подстанции. Несмотря на масштабы разгула стихии, сообщений о погибших или серьезно пострадавших не поступало. Тем не менее, владельцы местного бизнеса заявляют о колоссальных убытках, связанных с повреждением товаров и оборудования. Метеорологи предупреждают, что почва в регионе остается переувлажненной и сохраняется риск новых паводков при возобновлении грозовой активности в ближайшие сутки. 14 и 15 января северные и центральные регионы Польши накрыли интенсивные ледяные дожди. Столкновение теплых влажных масс с арктическим воздухом у поверхности Земли спровоцировало мгновенное обледенение в Куявско-Поморском, Поморском и Мазовецком воеводствах.
В считанные часы дороги, тротуары и объекты критической инфраструктуры покрылись ледяным панцирем толщиной до нескольких сантиметров, что привело к практически полному параличу транспортного сообщения. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась на железнодорожном транспорте. Из-за обледенения контактной сети произошли массовые обрывы проводов и искрения пантографов, из-за чего десятки пассажирских составов застряли на путях между Гданском, Торунью и Варшавой. Железнодорожный оператор был вынужден задействовать тепловозы для эвакуации пассажиров. На автомобильных трассах зафиксированы сотни ДТП. В аэропорту имени Шопена в Варшаве и в аэропорту Гданска были задержаны десятки рейсов из-за необходимости непрерывной очистки взлетно-посадочных полос. Внезапное обледенение вызвало колоссальную нагрузку на энергетическую систему. Под тяжестью льда и поваленных деревьев произошли массовые аварии на линиях электропередач, оставившие без света более 80 тысяч домохозяйств в пострадавших воеводствах. Медицинские учреждения зафиксировали резкий наплыв пациентов с травмами и переломами, полученными в результате падений на обледеневших тротуарах. К сегодняшнему утру метеорологи прогнозируют сохранение опасных погодных условий и предупреждают о возможном переходе осадков в тяжелый мокрый снег, что может усугубить ситуацию. 14 января на востоке индонезийского острова Ява зафиксирована резкая активизация самого высокого вулкана региона – Семеру. Согласно отчету Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, в 11:28 по местному времени на вулкане произошел мощный выброс, сопровождавшийся сходом пирокластического потока. Раскаленное облако из пепла, газа и обломков горной породы устремилось вниз по склону, преодолев дистанцию в 5 километров от вершины. Основное направление движения потока зафиксировано в сторону юго-восточного сектора вдоль русла реки Бесок-Кабакан. В результате выброса облако пепла поднялось на высоту около 1000 метров над кратером и распространилось в северном направлении. В связи с сохраняющейся нестабильностью купола для вулкана Семеру действует 3-й уровень опасности. Власти Индонезии ввели строгий запрет на нахождение людей в радиусе 5 километров от кратера и в пределах 13 километров вдоль русла реки Бесок-Кабакан из-за прямой угрозы для жизни. Местным жителям рекомендовано проявлять бдительность в связи с высоким риском схода лохаров, который возрастает в период сезонных тропических ливней. – 14 января прибрежный город Пуэрто-Мадрин, расположенный в аргентинской провинции Чубут, оказался во власти мощного шторма, который сопровождался шквалистым ветром экстремальной силой. По данным метеорологических служб Патагонии, порывы ветра в районе залива Гольфо-Нуэво превышали 110-120 км в час. Разгул стихии вызвал массовое падение деревьев и крупных веток, которые заблокировали движение по ключевым прибрежным дорогам и повредили несколько припаркованных автомобилей. Ураганный ветер стал причиной обрывов линий электропередач, оставив без света ряд жилых кварталов и центральную часть города, а также сорвал металлические листы с крыш жилых домов и коммерческих складов. Особенно критическая ситуация сложилась в портовой зоне и на городских пляжах. Мощные потоки воздуха поднимали в воздух песок и мелкие камни, а уличная мебель и легкие конструкции пляжных баров были унесены на сотни метров. Власти муниципалитета ввели запрет на выход в море для всех видов судов и рекомендовали жителям не покидать свои дома без крайней необходимости. В ходе разгула стихии зафиксированы случаи падения рекламных щитов и дорожных знаков. Это привело к временному перекрытию нескольких участков шоссе номер 3. Несмотря на суровый характер шторма, информации о погибших или серьезно пострадавших не поступало. К вечеру 14 января интенсивность ветра начала постепенно снижаться, что позволило коммунальным бригадам приступить к восстановлению энергоснабжения и расчистке улиц от мусора. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни в регионе сохранится сильный ветер, типичный для лета в Патагонии, но его сила уже не будет достигать таких разрушительных значений. На этой неделе жители Южной Калифорнии наблюдали иризацию облаков, которая окрасила небо над Лос-Анджелесом, Санта-Моникой и Пасаденой в перламутровые и радужные тона.
Это оптическое явление, часто называемое радужными облаками, возникает в результате дифракции солнечного света на мельчайших каплях воды или ледяных кристаллах в тонких слоях высококучевых и перистокучевых облаков. Благодаря специфическому углу наклона солнечных лучей в послеполуденные часы и чистоте атмосферы после недавнего прохождения слабого фронта, цвета иризации были необычайно яркими и насыщенными. Метеорологи объяснили, что иризация чаще всего наблюдается по краям облаков, которые только начинают формироваться или, наоборот, рассеиваются. Размеры частиц воды в них в этот момент максимально одинаковы. Ученые из НАСА отметили, что яркость данного эпизода была усилена наличием в стратосфере ледяных частиц, образовавшихся из-за специфической температурной инверсии над Тихоокеанским побережьем. В среду на Куритибу, столицу бразильского штата Парана, обрушился разрушительный ливневый паводок, вызванный прохождением мощного грозового фронта. По данным муниципальной службы гражданской обороны, за короткий промежуток времени в городе выпало более 70 миллиметров осадков, что вызвало мгновенный подъем уровня воды в реках и переполнение ливневых систем. Стихия буквально парализовала жизнь мегаполиса. Основные магистрали превратились в бурные потоки, под водой оказалось более 20 ключевых дорожных узлов, в результате чего движение общественного транспорта остановилось. Наиболее критическая ситуация сложилась в районах Сентро-Сивико, Батл и Ажурисиаба. Вода затопила подземные парковки и первые этажи коммерческих зданий, нанеся колоссальный ущерб имуществу. Сильный ветер, сопровождавший ливень, привел к падению более 50 деревьев в разных частях города, что вызвало массовые обрывы линий электропередач и оставило без света около 35 тысяч домохозяйств. В муниципальном парке Баригуи вода вышла из берегов озера, полностью затопив пешеходные дорожки и зоны отдыха. Пожарные подразделения и спасатели Куритиба провели десятки операций по эвакуации людей, заблокированных в своих автомобилях. Несмотря на масштаб наводнения, сообщений о погибших не поступало. К вечеру 14 января интенсивность дождя снизилась, однако метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погоды в регионе и риске повторных паводков в ближайшие дни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.